Здравствуйте, дорогие зрители моего канала. Давно меня не было на канале. Наверное, кто-то соскучился, но, скорее всего, почти никто не заметил. С вами Светлана, и я рассказываю на своем канале о парфюмерии. Как я и обещала, дальше буду рассказывать о всех остальных днях в Японии, хотя каждый день в Японии достоин отдельного рассказа. На самом деле, я очень люблю эту страну, езжу туда очень давно, но в последнее время очень редко. То есть до поездки в октябре 2024 года я там была 7 лет назад, в 2017 году. К сожалению, с другой стороны, сейчас Азия развивается очень быстро, и то, что скажем, 20-25 лет назад в Японии меня просто сшибало с ног, мне казалось, что ничего более передового нет, теперь меня уже начинает раздражать, потому что Япония застыла примерно как 20 лет назад. Почему? Потому что японские потребители сейчас это в основном люди поколения бэби-бумеров и поколения моего примера, поколения X, и уже начинается поколение Y, но тем не менее эти люди не хотят ничего менять. Вообще в Японии любят что-нибудь сделать застывшим и все это улучшать до бесконечности. Пример этому театр Кабуки, например, там никогда не меняется время действия пьесы. Все пьесы, есть несколько направлений пьесы. Я вам сейчас кратко пересказываю то, что я услышала на лекции. В Токио есть такая потрясающая девушка Кристина, которая организует лекции в Кабуки. И мне очень через подругу повезло попасть на представление первый раз в жизни, потому что билеты на представление можно купить за день в кассе. Касса открывается в 12 часов. Никаких заранее, никаких специальных предложений нет. То есть все равны, билеты недорогие. Вот на галерке, где мы сидели, мы не на галерке сидели, мы нормально, кстати, сидели, примерно $10 США. Вот, кстати, кто страдает по ценам на Щелкунчик в Москве, вот один из примеров, как делается, как борются с перекупщиками, да. Вот, и вот в театре Кабуки есть несколько пьес, и там тысячи вариантов этих пьес, даже не пьес, а сюжетов. Например, вот мы ходили на сюжет о братьях Сого, которые убили своего дядю, который в свое время убил их отца. Вот все там застывшее, все происходит примерно в одно и то же время, примерно с одними и теми же персонажами, и все это отточено до совершенства, также примерно застыло все как 20 лет назад, и есть куча неудобств с этим, например, купить билет на поезд, поезд Шинкансен Экспресс из города в аэропорт Нарита. Это не так просто, как в любом другом городе купить билет на поезд. В общем, меня раздражают многие вещи теперь в Японии. Ну, поскольку канал о парфюмерии, буду дальше рассказывать о парфюмерии, о самых интересных вещах, которые я увидела в Японии. На второй день, в первый день я вам рассказывала, я ходила в Герлен. Кстати, в Герлен я обратила внимание на пудру метеориты. И потом я заявилась в Герлен еще раз, потому что была выпущена линейка с коллаборацией Pucci. Pucci это бренд итальянский, Эмилио Pucci. Вот примерно такие у них орнаменты на принты, на всем. Очень яркие, такие жизнеутверждающие. Я по типу яркая зима, по цветотипу, вот как раз это для меня. И у меня есть несколько вещей Pucci, вот такие яркие прям. А вот обычно пудра метеорит и Герлен выглядит вот так сейчас, а вот Pucci выглядит вот так. К сожалению, она идет только в одном издании, номер 2, Coral Rose. Если вы сядете на сайт Герлен и посмотрите цветовые сочетания вот этих вот метеоритов, то вам скажут, что номер 1 это называется жемчужины, белые жемчужины, да. Номер 1 это для очень светлой кожи. Номер 2, вот самый популярный, как раз он у меня в Pucci, в другом она не выпускается. Не, вот самый популярный, вот это он. Скажут, что он для такой средней кожи, светлой и обычной, нормальной. И дальше номер 3.
у меня тоже в такой же упаковке, он для кожи более темный. Я решила, что что мне нужен цвет более темный, поэтому я приобрела себе номер 3. Но потом я поняла, что вообще это ошибочное представление о пудре метеориты, да, как она пахнет потрясающе. Вот это у меня тройка, да. Вот эта вот тройка, она на меня ложится достаточно так примитивно, и я не понимаю, что она на самом деле. Она дает немножко такой сатиновый оттенок кожи. А вот двойка уже дает такой перламутр и такой ухоженный глянцевый вид, такой, как будто бы вы... так, двойка. Как будто бы вы сошли с журнала. Но потом я совершила еще одну поездку во Вьетнам, о которой тоже расскажу, и поняла, что самый большой глянец и самый большой такой вот вид гламурный дает все-таки единица. Это вот практически белая пудра, практически там жемчужины одни со светло-розовыми, очень светлыми шариками. Что могу сказать? Вот я сейчас сижу вот в этой белой пудре, в перламутровой. Даже если вы обладаете довольно-таки темной кожей, я вот люблю иногда нанести темный тональный крем, который темнее, чем моя кожа. Почему я так делаю? Потому что у меня есть тональные кремы, которые сочетают в себе все, и увлажнение, и депигментацию, и прочие вещи. В основном это французские санскрины от загара и защищающие от солнца кремы. И вот они идут с тонировкой, она, видимо, сделана для их кожи. Но мне это не очень сильно... Меня это не очень сильно темнит, потому что я загорелая, и у меня кожа достаточно темная. То есть, когда я могу посветлее, посемнее. И вот даже если я наношу эту темную базу, все равно вот этот глянец, посмотрите, да, на щеках какой, он не смотрится как хайлайтер, он смотрится именно вот таким вот шелковым блеском. Мне очень нравится. Вот это я вам рассказала про метеориты. Я их все покупала в разных местах, потому что я так и не смогла найти тот, который мне нужно, до тех пор, пока я не поехала во Вьетнам. Что еще о них сказать? Я не любительница косметики, макияжей, поэтому с меня спрашивать что-то можно мало. Это мне моя подруга Таня посоветовала эти метеориты. Я на них раньше внимания не обращала. Более того, мне их давно когда-то дарил поклонник. Причем это даже не поклонник, просто практически случайный товарищ. В самолете они продавались, я смотрела журналы, и мне очень понравилось. И один мужчина сидел рядом, просто купил и передал. Мне было очень удобно, но... Они у меня были, я ими вообще не пользовалась. Я не могла понять, в чем суть. Вот. И если вы будете покупать эти метеориты, не покупайте к ним такую же, вот точно такую же кисточку, потому что она такая неудобная. Я пробовала наносить эти шарики в магазине. Во-первых, она плохо наносит. Во-вторых, у нее такая конструкция, что эти шарики постоянно вылетают и падают. И они падали каждый раз, когда я пользовалась этой кисточкой, поэтому я их наношу простой кисточкой Lancome, вот такой вот, да. Ну, я думаю, любая кисточка такого вот вида подойдет. В общем, это моя находка в Японии, в Герлене, от которой я просто в восторге. Также я вам показывала экстракты Герлен. Мне еще вручили подарочки. Вот такой мускус из бутиковой линейки. Потом табачный мед или мед с табаком. И вот все это в красивых таких флакончиках. Сантал Пау Роза, Роз Шери и Черриут. Я по ним сейчас быстренько пройдусь, и потом мы пойдем дальше, потому что там еще много интересного чего. Начну я с мускусного, Маск Аутри Бланк, 22 год. Ну, мускусы, это нам всем понятно. Вот такая коробочка с пчелочкой, такой маленький флакончик. Сейчас вот это все почти продается в наборах из 3 или 9 штук. Так, хорошо, что он открывается, откручивается, а не выдергивается, потому что все эти выдергушки чреваты, да, тем, что их можно пролить.
Ну вот пробую не на коже. Вообще, ну, конечно, это не то, да, потому что это черриут. Думаю, почему мускусный аромат сделали розовым? Ладно, откладываем черриут. И вот мускус правильный, беленький. Никаких там нет цветов непонятных, да. Наносим на блоттер. Вот. Ну, что я могу сказать? Мне пахнет чисто порошком, чистотой. Вообще я с мускусами дружу. Для меня даже такие мускусы, как агент-провокатор, классический, пахнет очень чисто. Вот это тоже пахнет чисто, пудрово, порошково. Насчет лактоник, молочностью, ну не скажу. Ну вот, как бы недоделанные нарциссы Родригес. Вот, помните, были нарциссы Родригес for Her в таких серебряных флаконах, Mask Essence, да? Вот это пахнет похожим, но это все на герленовской базе. А герленовская база это по умолчанию какие-то ирисы, цветы, ваниль. Ну вот, на герленовской базе порошковые мускусы. Наверное, если заплатить за этот флакон полную цену, у меня его нет в полном флаконе, и оценить, то боюсь, что можно разочароваться, потому что он не очень шлейфовый. Вот он сидит близко к коже, даже вот сейчас я вынуждена держать очень близко блоттер к носу. Ну, наверное, хорошо носить на работу или на какой-то случай, когда нужно не выделяться и выглядеть очень класси, да, и не кричать ни о чем, да. Замечательно. Парфюмер Дельфин Джел, аромат выпущен в 2022 году. Заявлены ноты на фрагрантике белый мускус, ну, ясен пень. Нероли, амбретта, маска. Вообще амбретта пахнет мускусом с ванилином, но вот здесь сложно ее вычленить. Ирис, цветок апельсина не чувствую. Болгарская роза не чувствую. Вот чувствую вот эта герленовская база с цветочками. Вот как раз там, возможно, есть и ирис, и роза, и цветок апельсина. Молоко нет. Сандал, ну, тоже как из герленовской базы. Белая амбра. Не знаю, что такое белая амбра, но нарисована, причем вот эта амбра лабданум с ванилью. Здесь ну, практически ее нет. Но надо сказать, что он не пахнет прямо порошком, как некоторые мускусы. Он пахнет так ладненько, да, кругленько, поэтому, видимо, какая-то там фиксирующая смолочка там есть, да. Но она настолько нежная, настолько вот прямо такая деликатная, что не пахнет бензинами. Вот, ну кто о чем говорит, многие возмущаются на фрагрантике, что аромат очень слабый, что за такие деньги нужно делать что-то более такое насыщенное. Многие предлагают его назвать колоном. Но колон это, знаете, нота, которая за свежесть отвечает, за акватичность. Но я вот не чувствую ее здесь. Но, может быть, она и есть. Я не настолько грамотна в химии парфюмерной. Я не могу вам сказать, как другие. Ну, хотя есть такие люди, которые выучили изобутилхинолин и потом и еще что-нибудь. Дигидромирцинол. И потом с ним ходят по всем, везде, где только можно. Я сильно недоучившийся биохимик, поэтому я знаю, что в химии больше, чем два элемента, да, два химиката. Вот, не могу вам сказать про это. Кто-то пишет, что Герлен клепает деньги. Но я слышала такое мнение, что сделать саму герленовскую базу это очень дорого, потому что герленовская база, вот та, которая во всех этих ароматах на полке, которые стоят, она сама по себе дорогая, то есть она сделана из дорогих компонентов, не знаю, химических, натуральных, видимо, из всяких, но даже химические компоненты есть очень дорогие, и вот есть подешевле, есть подороже. Если вы захотите добавить ноту бергамота, это вам может стоить там и $20 за грамм, это может вам стоить 12 центов за грамм. То есть это все как бы дорого у Герлена. Лично мне вот это нравится. Это вот такое герленовское приличное
с которым можно ходить в гости к богатым людям, да. Вот, ну, наверное, хватит. А у аромата ниже 4, оценка на фрагрантике. Не думаю, что кто-то заинтересуется, но я вот себе хочу, например, такое. Я бы такое на каждый день с удовольствием носила. Дальше идем. Следующий аромат вы уже видели, да, и когда я открыла не тот флакон, это Cherry Oud, тоже в таком маленьком флакончике с пчелочкой красивого цвета. И пахнет он вот примерно таким цветом. Это не арабский уд, никакой не шоколадный, не фекальный, не сладкий. Ну, аромат сам по себе сладковатый. Но вот это вот герленовский уд, если вы помните, был такой аромат из линейки Восточной Герлена, и там была роза суда, роза кре. И вот как раз здесь уд вот такой вот приличный французский уд, с которым можно заявиться в европейское общество, где тебя поймут, иначе в арабское общество можно заявиться в любом уде, да, даже очень сильном, и тебя за это зауважают. А в европейское, к сожалению, наверное, уже можно, потому что удовые ароматы были в моде, и сейчас опять в моде, и любимы в основном мужчинами. Здесь очень хорошая вишня, здесь очень хорошая кожа, и как раз здесь есть вот этот изобутилхинолин. Вишня здесь очень фруктовая, но вот идет она, мне кажется, из вот этих розовых ароматов. Здесь очень много розы, и вот есть такие фруктовые розы, и как раз вот здесь вот этот роза дает эту вишневость аромату. Это не алкогольно. Здесь очень чисто все, никакой здесь ни грязи, ни тяжести нет. Опять же, это все сидит на герленовской базе. Все это красиво, приятно, даже мне, кто не любит уды. Он с чем сравнивает аромат? Аромат сравнивают с герленовским же La Petite Robe Noire в черных флаконах, 2 версии выходила. Да, но вот здесь вишня более такая круглая, да, и там нет уда, естественно, здесь он есть. Также сравниваются La Petite Robe Noire Absolu. Я его все хочу прикупить, но сюда мало кто высылает ароматы, поэтому сложно мне с этим. Аромат выпущен в каком году? Аромат выпущен тоже в 2022 году. Вот, по-моему, тогда они выпускали. Сразу после ковида они поменяли плоские флаконы из La Matière на вот эти вот такие квадратные огромные ведра. И тогда же выпущен был вот этот вот замечательный аромат. Мне он нравится, да, и можно пользоваться. Для коллекции буду смотреть, где подешевле, и потом куплю. Но вот так, чтобы прям хочу-хочу, у меня такого нет на этот аромат. Хотя не думаю, что есть что-то похожее. Все равно в Герлене есть вот это вот герленовское качество, да, то есть это всегда сложно, это всегда переливчато, это всегда играет там какими-то гранями. И когда это пробуешь, сразу понимаешь, да, это вот дорого, очень дорогой люкс, да. Вот. Рейтинг на фрагрантике 3,82, ниже 4 это плохо для Герлена, поэтому, видимо, это не самый популярный аромат в этой линейке. Дальше идем. Следующий посмотрим аромат Rose Cherie. Вообще хорошо, что они дают флакончики, потому что в магазине не напробуешься, там все смешивается и уже ничего не понятно. Тоже такой цвет, нет, вот здесь цвет светло-розовый, очень-очень светло-розовый, даже немножко таким лососевым отдает, да. Ну, так, во-первых, сразу непонятно. Мне кажется, этот аромат нужно смотреть на коже, потому что то, что я сейчас чувствую, это какой-то цветочно-ирисовый мускус. Вообще он мне напоминает Герлен Инсоланс. Да, сильно. То есть, если не Инсоланс, то Фланкер Инсоланс. Почему его назвали вообще розовым ароматом? Мне как бы сложно понять. Я вчера ходила на новогодний вечер и пользовалась амуажем розовым с металлической розой. Вот там роза была, а здесь... Да, ну вот сейчас чувствую розу, да. Пудра ирис роза. Что-то есть такое немножко фланелевое. Если сравнить ароматы с тканью, то вот
снизу сидит что-то такое, как пижамка фланелевая, да. Вот тонко бинс, наверное, тонко, бобы тонко. Так, у аромата высокий показатель на фрагрантике 4,11. Намного выше, чем у Rose Oud, но тот мне почему-то больше понравился, хотя Уда это совсем не мое. Создавали его как весенний аромат на Монмартре и хотели создать аромат, который олицетворяет собой парижский шик. Ну вот это герленовское, да, вот ирис, вот этот инсолансовский. Это должна быть романтическая история. Здесь должен быть косметический эффект, да, он здесь есть. И аромат создавался по подобию аромата Lipstick Rose, помадная роза от Фредерика Маля и Месси от Шанель. Вот, да, здесь заявлен тоже гелиотропин и тонко, да. Ну вот гелиотропин дает немножко такую суковатость, если можно так сказать. И это не от слова сук. Да, такую немножко ядовитость, такую стервозность придает. Но в целом все так замечательно. Никаких винных я не слышу, алкогольных вещей. Но вот это похоже мне сильно на инсоланс. Мне кажется, это мог бы быть фланкер инсоланса, если бы, как раньше, еще делали фланкеры на них. Я не могу сказать, что роза здесь самая сильная нота. Сравнивают этот аромат, с чем сравнивают, сейчас докатаемся до сравнений, с ароматом French Kiss. Он у меня есть, ну да, что-то такое есть, да, но я его носила, может быть, 2 раза всего, потому что я не успеваю носить все свои ароматы и так хорошо их понять. Также сравнивают с Lipstick Rose, как это и ожидалось от Фредерика Маля. Ну вот сейчас роза, да, очень чувствуется, да. Сравнивает с розой Дамальфи от Тома Форда, я скорее не согласна. Также сразу сравнивает с ароматом Dolce Gabbana The Only One 2 в красном флаконе. Ну, не пробовала, может быть, но если это так, то это хорошая замена ему. Также вот сравнение пошло с ароматом My Insolence. Я его долго-долго носила, я вам даже в недавнем обзоре это показывала. Но могу сказать, что здесь нет вот этой малины, которая там заявлена, но зато есть роза. Да, это похоже на My Insolence, если заменить малину розой. Замечательный аромат. Также сравнивают его с Tainted Love от Prada, не пробовала. Ну, в общем, такой вот тоже, если вы хотите, цветочно-ирисовый мускус, вот такой вот косметический аромат, уходовый, да, замечательно, тоже можно на каждый день носить. Насчет юнисекс, мне кажется, нет, он такой больше женский. Носить, мне кажется, его можно весь год, да, носить можно весь год, и причем для меня он скорее дневной, мне нравится вечером что-нибудь такое сногсшибательное, хотя я сама иногда травлюсь этим, как я вчера ходила, травилась розой амуажа, но вот вечером мне нравится, чтобы был вот полный сногсшибательный эффект, даже если это смотрится ужасно и пахнет ужасно, потому что, ну, вот именно тогда мне и хочется этого всего плохого. Вот. Дальше идем. Следующий аромат Santal Pao Rosa. Вообще меня спрашивали, какие я хочу. Я выбрала с розой и с вишней. Я часто почему-то по-французски шери, это вообще не вишня. Но когда я вижу шери, мне почему-то хочется этого как вишни. Откручиваем такой тоже темный цвет, деревянный, да, более коричневый с розой. Вообще роза в названии есть, но в аромате ее нет. То есть роза здесь означает розовый сантал, наверное, да. Все, запахло деревом, деревяхами. Прям такие деревяхи конкретные поперли. Тоже 21 года аромат. Всех этих ароматов, о которых я сегодня говорила, парфюмер Delphine Jock. Наверное, неправильно я произношу ее фамилию на английский манер. Заявлено в нотах, что, ну, во-первых, что я слышу сначала, я в слепых тестах вообще как бы проиграю все, потому что я вечно чувствую не то, что нужно. Но вот здесь дерево есть, сандал, есть такая молочность, и это
имитация не австралийского сандала, а скорее индийского сандала. Ну, что-то такое, какие-то специки немножко есть. Ну, такой деревянненький и какие-то бальзамы, бальзамично-деревянный аромат. Как они вообще его называют, сейчас посмотрим. Они его называют, просто называют аромат. Обычно пишут восточный, шипровый или что-то еще. Здесь просто нет. В нотах заявлены сандал. Но вот здесь и сандал, и каких-то других деревяшек одинаково. То есть даже сандала, по-моему, меньше, чем какого-то другого дерева. Кардамон, который я не чувствую. Уд, которого здесь вообще нет. Мира, ну вот да, вот эта бальзамичность есть, и она хорошая. Я, кстати, люблю миру, она не пахнет ладаном церковным. Она пахнет каким-то таким, как будто бы свежая смола. Такая вот приятная. Фига инжир. Нет, здесь не чувствую. Потому что я не люблю инжирные ноты в парфюмерии. Здесь ее нет. И ореховые ноты. Ну, вы знаете, это достаточно тяжелый аромат. Какие там еще могут быть ореховые ноты, сложно сказать. Никакой здесь розы нет, естественно. Потому что это розовое дерево, скорее всего, название. Кто французский знает, напишите, так ли это. Далее сравнивают этот аромат с Аквалегория Форте Роза Палисандро. Я ее не пробовала. Тоже герленовской же Ле Абсолют Дориент. Это такие вот флакончики, как Аквалегория, только матовые. Сейчас они прозрачными стали. Epicis Exquisis. Ну, что-то есть, но нет. Не точно так же пахнет аромат. С Луи Vuitton, которого я не знаю, с Parisian от Fragrance du Bois, я его тоже не знаю. Сравнивать с ароматом Book Commodity, книга, да, Book. Нет, это не так, потому что Book пахнет точно так же, как Santal 33 от Le Labo. Если вы ищете более дешевую замену аромату Santal 33 от Le Labo, попробуйте аромат Book от компании Commodity, это итальянский бренд. Но здесь, как естественно, это сандаловый аромат, и, конечно же, он пахнет сандалом, что там говорить, но это не совсем то же самое. Вот это пахнет деревом, это не пахнет как Santal 30. Мне нравится Santal 33, хоть его и затаскали уже до умопомрачения, он хорош все равно. Вот. Ну, наверное, не буду я ничего говорить дальше. Оценки низкие у аромата, потому что, я так понимаю, кто-то покупал розу, а кто-то покупал ут. И здесь ни того, ни другого нет. Но как здесь хорошие деревяшки. Он мне напоминает аромат de Songe du Bois, по-моему, называется. Из вот этой вот редкой линейки герленовской, из 3 восточных ароматов. И вот что-то вот такое напоминает, он прекрасен. В общем, здесь с названием «Пролет» весь мир ищет розу. Значит, англосакская, так сказать, половина мира, это выражение смешное, англосаксы, ищет здесь розу, а ближневосточная часть мира ищет здесь уд, да. Наверное, Азия тоже здесь ищет ут. Я сейчас здесь живу, вот в этой Юго-Восточной Азии, и здесь мужчины тоже на самом деле любят ут. Они, если из мусульманских стран, они ездят в Мекку, в Саудовскую Аравию, и в исламе ут считается очень благословенным особым ароматом, поэтому ут здесь очень уважают, и я думаю, что они тоже искали бы здесь ут, которого здесь вообще нет. В общем, если не читать название, то это прекрасный деревянно-сандаловый аромат, замечательный, с мирой, у меня к нему претензий нет. Если бы мне хотелось надеть деревяшки, такие вот дженерики, то вот тут хорошие качественные деревяшки из дорогих ингредиентов, хороших, в общем, в красивом флаконе. И последний флакончик, который мне подарили в Герлене, это Tobacco Honey, аромат 23-го года, тоже в таком темный, это самый темный из всех вот этих флакончиков. Интересно, они красят ароматы или... Что-то я куда-то уже далеко захожу в свое любопытстве. Красят или это химикаты дают такое? Ну, в общем, вот, это Haltat Night, вот, Tar Collection по-герленовски, да. Табачина, такая, не вот этот курительный табак, а свежий вишневый табак. Сладкая табачина.
Вот иногда мне вот аромат кажется липким. Если он кажется липким, значит там есть вот это лабданум с ванилью, да. То есть мне другие резины нравятся. Мне нравится бензоин, мне нравится стирокс, мне нравится очень мира. Вот именно лабданум с ванилью мне слипает нос сначала. Вот эти амбровые восточные ароматы не для меня. Вот я вот тут сижу и говорю, это не для меня, это не для меня. А сама уже сколько разговариваю про ароматы, да. Вот. Создавали, ну, модно сейчас такое уже давно, причем, наконец-то Герлен созрел до этого. Из заявленных нот, естественно, мед, естественно, табак, ваниль тонко, ну да. Гвоздика, семена гвоздики, которые кладут в гребешок в горчичном соусе и в который находится в духах Красная Москва. Здесь, слава богу, нет, я не чувствую. Сняли аромат гвоздичный из этой линейки, он просуществовал буквально несколько лет, пару лет, и его сняли. В общем, мне пришлось за ним бегать, я вам расскажу про него потом. Анис не чувствую. Ну вот за этой сладостью табачиной что-то почувствовать еще практически невозможно. Кунжут не чувствую. Агар, уд, не чувствую. Сандал. Ну, может, здесь он есть, но как бы его забило вот этим табачиной с медом. Я так понимаю, это не так-то просто создать, то есть туда не кладут табак или экстракт табака, да, то есть чтобы вот эту табачно-медовую ноту создать, наверное, очень долго нужно трудиться, может быть, там 50 химикатов ее создают, но вот представьте аромат Attar Collection Halt at Night, только он настолько рафинированный, что сразу чувствуется, что это разница как между выпускником Оксфорда и работником черкизовского рынка, да, грузчиком черкизовского рынка. Ну, вот такая рафинированность, да. Я не говорю о том, что это плохо или хорошо. Многим это как раз здесь и не нравится, тоже многие ожидают уд. Вообще к герленам отношения, я вот их люблю, они мне как раз попадают на мои рецепторы хорошо. А к герленам отношения это не очень на самом деле в последнее время. Это такой вот массовый люкс. А любители парфюмерии, они любят что-то более выразительное, более такое интересное. А вот эта сама герленовская база, она такая, как пуховая перина, да, или пуховое одеяло. Она не дает современный вайб аромата. Ну, вот я такое люблю, например. Он такой юнисекс, конечно, высокая, выше 4 оценка на фрагрантике. Я бы такое не носила весной и летом, потому что мне он липнет прям. Вот прям вот весь мир становится липким от этого аромата. Осенью, наверное, зимой очень хорошо. Вот сейчас как раз зима настала, надо будет сделать выпуск про зиму. Вот это как раз зимнее. Чайку бы попить горячего. Вот с этим вот. Курить не нужно, а курить нехорошо. Юнисекс. Дальше идем. Я смотрела в Японии, что там есть такого, чего я не видела. Ну, например, в Йокогаме есть площадь вот эта возле центральной станции. Она выглядит вообще не как нормальной центральной станции в больших городах. То есть это вот цементные джунгли. И там сразу 3 магазина, в которых в каждом есть Dior, например. И мне просто было неинтересно даже. Мне казалось, я с ума сойду. Dior на каждом пятаке. Вот. Но есть там такие интересные марки, которые не очень представлены в других местах. Например, есть такая марка Le Officine Universale. Le Officine Universale. Да? Такой красивый магазин. И в кирпичном стиле, весь в таком декаданском стиле, и даже ароматы пробуешь, там нет блотеров, там вот есть такая, к каждому флакону подведена такая вот стеклянная, как дистиллятор, у него груша и воронка стеклянная, ты на грушу жмешь и вот так нюхаешь, а если тебе что-то понравилось, тебе прыскают вот на такой веер, и ты можешь ходить его вот так попробовать. И, честно говоря, я думала, что это вот в магазине останется, а это, оказывается, тебе дают, даже подписывают. Вот я пробовала аромат Мирт, мне он очень понравился. Это французская марка, у них есть магазины в Париже, Милане, Лондоне, Мюнхене, Гонконге, Сеуле и Тайпе. То есть они смотрят исключительно на восточный рынок. И, например, у них есть
7 магазинов в Японии. Это французская марка с 7 магазинами в Японии. У них нет 7 магазинов в Париже. Да? Они специализируются на японском рынке. И вот карта, например, где они находятся. Флакончики — это где есть магазин. Да? Замечательная идея, мне очень понравилась. Я на память с собой взяла этот веер. Он уже ничем не пахнет, естественно. Почти все ароматы у них прозрачные. То есть на восточный рынок, ближневосточный нужно быть насыщенным, плотным. На Дальний Восток, если даже ты плотный, то ты должен быть как шелк плотный. То есть не должно быть рыхлости в аромате, да, то есть все должно быть чисто при этом, да, всегда чисто. Хоть что, даже если вы кумин положили в аромат, он все равно должен быть чистым. И вот у этого бренда потрясающие флаконы, уходовая линия огромная, и кремы для рук, и лосьоны, и всякие вещи, и большая линейка ароматов самих прозрачных. Вот если вы любите именно такое все вежливое, но интересное, то как раз вот вам это туда. И примерно 5 ароматов у этого бренда, они посвящены овощам. Например, аромат свеклы, естественно, томатный лист там есть. Вот сейчас я вам вставлю картинки вот этой потрясающей линейки. Если вам хочется таких вегетативных дачных ароматов, то как раз вам сюда. Где купить, я не знаю. Посмотрю потом, если найду, то поставлю. Да, в Россию, наверное, не доставляют, но где есть магазин, там я веб-сайты поставлю. Можно купить в Париже, Милане, Лондоне, Мюнхе. Это тем, кто возле Европы живет или в Европе. И в Гонконге, Сеуле, Тайпее. Ну, Япония, само собой. В общем, мне потрясающе все понравилось, все до мелочей отработано. Вот, наверное, японцы так и любят, чтобы все было прямо вот идеально. Я стараюсь так делать свою работу, но, к сожалению, мне не хватает вот этого перфекционизма. Я такой больше человек скетча, да, как самих идей, потом мне очень тяжело работать с деталями. Возможно, им тяжело, но их раздражает, когда что-то не так, а я люблю беспорядок. Вот этот бренд очень понравился, Универсалио Фичини, что-то новое, что-то интересное. Также есть, естественно, магазин Марджела, там есть аромат в черном флаконе, они снова черные флаконы поставили в продажу, и там есть аромат хвойного леса, который, мне кажется, очень пахнет Рождеством, и я бы такой хотела на Новый год. Посмотрю где-нибудь, если попадется подешевле, то куплю. Далее шла по ароматам и нашла такой магазин, который называется Nose Shop, да? Там продается ниша, причем ниша такая всякая разная, и там я ознакомилась первый раз в жизни с ароматами бренда Laboratorio Olfattivo. Где бы получше вам вот здесь покажу. Это нишевый бренд, у него не очень дорогие ароматы для ниши. И почему я на него запала? Потому что там стояли красивые зеленые флаконы. Вот, например, линейка Viaggio in Italia. Поездка в Италию от Жана Клода Элина. И там находили вот эти цитрусовые ароматы. Я решила, наверное, тоже первый раз в жизни купила себе такой набор с ароматами. Я обычно люблю большие флаконы. А тут я решила, что могу себе, хочется попробовать, и чтобы вот так, с чувством, с толкой, расстановкой. Что в этой линейке интересного? Они все фотореалистичные цитрусы, кроме одного, пожалуй. Вот, например, вот это аромат с мандарином, и он пахнет вот как мандарины на Новый год. Сейчас к нам в магазины завезли марокканские мандарины, это те, которые в Советский Союз привозили. И я наслаждаюсь их вкусом, хотя австралийский я тоже люблю. Вот, потрясающий мандарин, потрясающий лимон. Причем это носибельные вещи. То есть вот в этом лимоне вы не будете пахнуть кисло, он такой немножко с лимоновой цедрой. Лимон. Вот. Проблема у меня здесь с бергамотом в этой линейке. Он мне пахнет почему-то какими-то цветами с маслом. Он мне не пахнет бергамотом, но Жанну Клоду Елена виднее, конечно, как пахнет бергамот. Красный
апельсин. Вот такой горьковатый. Вот этот пахнет мне даже скорее грейпфрутом. Хотя это, возможно, он и есть ранчо росса на итальянском. Возможно, это грейпфрут. И вот этот грейпфрут не кисиной писи, да. Это такой настоящий грейпфрут без вот этой ноты. Не хочу называть какой даже. Помпелмо. Это помело, наверное, на итальянском. Кто любит помело? Это такой замечательный цитрус. Он не горький, не сладкий, не кислый. То есть он такой нейтральный. Его кладут в салат на китайский Новый год, в китайский салат. Мне он очень нравится, особенно в салате. И вот здесь как раз этот замечательный помело. Вот такая линейка Жана Клода Элина. В общем, вам, если нравятся фрукты, цитрусы настоящие вы ищете, то вот здесь как раз они такие потрясающие, реалистичные. Следующая линеечка, коробочка у меня называется коллекция мастеров. Черный флакон, тоже там так выглядит. И ароматы, ну этот я уже для ознакомления купила. Балифлора. Вот Балифлора мне очень нравится, такими цветами пахнет. Ну, они все тоже в стиле Жана Клода Элины, как гермесовском. Тубероза, туберозис называется. Вот это не хищная тубероза, я не люблю вот эту хищную, сочную, ядовитую туберозу. Вот здесь она соленоватая и похожа на туберозу из бутиковой линейки Герлена. Нормальная, я могу такие носить. Кто не любит туберозу, пробуйте вот эту, она нормальная. Далее аромат Тантрико. Всем этот аромат пахнет бог знает чем. Мне он пахнет лично нотами, которые там вообще не заявлены. Он мне пахнет ладаном немножко и кедром. Хотя ноты заявлены другие. Он мне напоминает девушку на шпильках, но не точно прям копия, а вот именно направление. Что вот такое вот, что-то такое есть и ладанное, и хвойное. Далее смотрим аромат Ветиверсо. Вот я, честно говоря, ветивера не люблю, потому что они копченые. Но вот здесь этой копчености немного, и это все носибельное, очень носибельный ветивер. Это все практически юнисекс, это носить может хоть кто. И популярный аромат Ванаглория. Ну, честно говоря, я не знаю, чем он так сражает всех. Мне он пахнет такой ванилью, не сладкой ванилью, не булочкой. Немножко с деревяшками. Вот прям ванилью из стручка пахнет. Натуральный. Вот. Значит, мастера нам наделали на таких ароматах. Но, честно говоря, я не знаю, купила ли бы я что-либо вот из этого. Вот из этого, наверное, ничего бы не купила. Да, из мастеров коллекции. Ничего мне не зацепило, хотя ароматы замечательные все. И последняя коробочка у меня, там много ароматов, я по ним не буду идти. Вот так они сделаны, 2 слоя, то есть там под низом еще один слой. Вот сейчас опять я беспорядок найду здесь, да. Их тут много. Поэтому, наверное, я не буду их все смотреть, а вот я вам просто расскажу, что мне запомнилось. Аламбар, знаменитый аромат из этой линейки. Восточно. Вот этот немного амбровый, сладковатый, это не то, что я люблю, прекрасно на зиму. Каш-нуар. Не запомнила, не разнюхаю сейчас. Я это все носила. Неротик. Но вот тут есть вот эта вот удовость восточная. Я такой носить не смогу, причем на какой-то химозненькой основе еще. Не очень-то мне. Нет здесь бакарийных основ в этом бренде, все нормальные основы. Ван Хера, название для русского рынка. Ну, деревянная ваниль, не цепляет. Пачули фу.
С пачулями не дружу, мне пахнет только пачульным маслом, за исключением нескольких ароматов. Знаменитая Солина, которая морем должна пахнет. Вот это вот химозина невероятная просто. Вот если мне прямо сверлит мозг вот этой химозностью, поэтому и соленостью она никакой не пахнет, а вот сверлилкой вот этой акватической, да, не нравится. Мне не нравится эта Солина. Далее Нан. Тоже туберозочка и тоже хорошая. Вот белые цветы здесь есть, Нан замечательный. Я все пытаюсь найти, что меня зацепило. Need You. Ну вот это самый... В этом магазине у них замечательная такая концепция. Они ставят 10 ароматов самых популярных на стойку. То есть ты приходишь и смотришь, что все покупают. И вот как раз из этого бренда вот этот аромат в пятерке самых популярных. Ну не забывайте, это Япония, там все должно быть свеженькое, поэтому этот свежачок там и популярен. Explode, да, написано так. Ну вот такой уд деревянненький, вежливый, очень французский для Гермеса. Нектар. Ну, вот я не люблю так разнюхивать, но направление вот бакароидное такое, хотя это не бакара вовсе, не роза, вот. В общем, я опаздывала на мероприятие вечером и буквально заскочила домой, быстро приняла душ, быстро оделась и нанесла себе вот так на запястье вот этот аромат. Я уже опаздывала на полчаса, поэтому нужно было быстро бежать. И когда я нанесла, мне так понравилась эта роза, вот эта вот темная роза, вот розы уды, розы пачули, вот из этой серии, что я решила ею облиться. Вообще, по-моему, мероприятие все траванулось этим. Это потрясающая роза. Это, наверное, самая лучшая роза из вот этих темных роз, которых я знаю. Не роза называется. Miss You, это из серии Need You. Ну, вот это амбровая тоже мне не нравится. Вот, знаете, мне не нравятся слепательные амбры, но когда слепательная амбра разведена водой, чтобы стать более нюдовой, это еще хуже. Меня прям тошнить начинает от этого. Сакресте тоже пахнет ладаном. Они вот эти все ароматы, ну, например, я вам покажу следующую линейку. Там они очень плотные. Вот эти не очень плотные. Они нормальные такие. Вот в стиле Герлен, да. Dior. Тонкейт. Вот кто любит тонку, попробуйте. Здесь такая прямо тонко, да. Кто любит тонку. Тильо Мирабилис. Что такое Тильо Мирабилис, я не знаю. Ну, то, что чем-то туберозно. Нет, липа. Это пахнет липой, которая цветет. Вот если вы ищете ароматы липы, то вот это, по-моему, самый близкий. Еще есть у Dolce Gabbana Light Blue. Ой, у Dolce Gabbana. Еще есть у Dolce Gabbana вельветовой линейки липа. Я забыла название. Velvet Ginestra. Там хорошая липа. Но вот это еще более липовая липа. Замечательная. Вот эту хочу. Я не розу хочу, вот эту хочу. Розамунда. Ну, роза хорошая такая, вежливая, на каждый день. Но блич. Вот это лимон. Такой сладковатый, но юнисекс. Хороший такой лимон. Декуверт. Вот декуверт какие-то такие общие белые цветы. Я вот не рассказываю нормально вам про ароматы, про эти, просто вот так вот галопом по Европам. Еще надо поносить. Эсведра. Не знаю, о чем это. Какой-то зеленью пахнет, тошнотворной. Вот в стиле ванильности еще. В стиле ауры от Мюглера, которую сняли, кстати. Нирмал. Ну, не знаю, не могу вам ничего сказать. Казумел. Деревяшки, вот тоже такое дерево общественное, всякое разное. И Майло. Майло это что? Майло... Какие-то сладкие цветы. Вот здесь мои... Здесь я теряюсь, оно мне что-то напоминает, сильно знакомое.
И это меня сводит с ума. Тоже вот что-то типа гелиотропа. Но это надо смотреть. В общем, такой мне не надо. Из всей этой линейки мне больше всего понравилась не роза, которую я хочу. Мне понравилась Мирабилис, которая пахнет липой. Очень сильно не понравилась Салина, больше всех из этих ароматов. Остальное все такое удобоваримое. Ну, в общем, у линейки много ароматов, очень много. Поэтому это линейка, в которой каждый может найти вот что-то такое. Могу сказать, что это очень, мне кажется, для русских как раз вот такой хороший бренд. Мне кажется, вот для нашего вкуса, когда это не должно быть слишком плотно, но и слишком прозрачно, потому что у нас еще и зима, когда хочется чего-то более интересного, то вот с этой линейкой нужно ознакомиться. Чего-то такого прямо... Она кричащего здесь нет практически ничего, кроме нерозы, да? Потому что я и траванула весь бизнес-клуб, наверное. Кричащего здесь нет ничего, и такого вот прям нишевого тоже нет. Это не Назамата от Александры Гуалтьери. Арабского здесь тоже, естественно, ничего нет. То есть вот, если вы хотите, например, коллекцию ароматов каких-то, например, вот ваниль какой-то общий, вот такой самый лучший в мире мандарин. Вот Салина мне очень понравилась, морская, хотя многих она просто шокирует в положительном смысле этого слова, насколько она действительно прозрачная. Попробуйте, да. То есть у меня определились несколько фаворитов. Я знаю, что если я что-то захочу, то вот в этом я это найду. В целом, нравится ли мне ароматы покупать вот в таких коробках и пользоваться? Нет. Я люблю большой флакон, чтобы у меня был как бы полный опыт. Хотя у этого бренда флаконы все одинаковые. По-моему, там есть черные флаконы, зеленый точно есть, вот именно у этой линейки флаконы зеленые, и они как ни очень хорошо подходят к ней. Но в целом нет такого опыта, как, например, берешь Шалимар и Нишаль, да, и там у тебя болтаются всякие финтифлюшки, да, и вот флакон такой формы. Здесь этого нет. Он такой, как это сказать, удобный в пользовании, да, для потребителя. Мещанский нет, наверное. Потребительский очень такой. Я забываю слова, мне к врачу нужно сходить. Далее идем. Следующая линеечка это ароматы от товарища, которого зовут Пьер Гийом. Вот он такую свою нарциссичную красивую фотографию здесь поставил с радугой. Мне очень понравилось. И в коробочке 18 ароматов. У Пьера Гийома тоже флаконы универсальные, но зато посмотрите, как это все оформлено. Вот такая коробочка, здесь буклетик. А самое интересное, здесь вот блотеры, и они завернуты даже в бумажку такого же цвета. То есть, ну, приятно. Написано с нашими комплиментами. И здесь описываются все линейки Пьера Гийома. Вот вы видите, флаконы все одинаковые. Разница только цвет, в зависимости от линейки. То, что в прозрачных флаконах, это обычные флаконы. Далее идет голубая линейка, это линейка для путешествий, или это воспоминания о путешествиях, да, воспоминания о путешествии. Черная линейка это альфакторная фотография, где приводится что-то, что напоминает какие-то запахи фотореалистичные, да. Дальше в белых флаконах, не в прозрачных, это солярные ароматы. Солярные не в смысле солярки, а в смысле солнечный, солнечный солар. Вот это летние ароматы. И линейка черная с золотыми флаконами, это... Она называется «Уверенность», и написана другая коллекция. Так, поисчерпался, товарищ. Поисчерпался назвать коллекцию как-то. Это про, ну тут намешали, конечно, много, интимные и мечтательные ароматы. По-моему, интимные и мечтательные это разные немножко, да. Современные городские, сюрреализм и экзотицизм и поэзия. Ну не знаю, как-то урбанистичная поэзия.
В общем, мне понравились ароматы Пьера Гийома. Они очень плотные, они такие все уверенные. Я не могу сказать, что они мужские, они все юнисекс, но они в себе несут какую-то уверенность. Вот те ароматы, вот, которые я вам показала от лаборатории Olfativo, они предполагают, ну, додумывайте сами, мы особо как бы к вам не лезем, такие вежливые, они хотели были вы, да, вот такой вот. А здесь такое, вот оно тебе, на, все. Или это, или больше ничего, да. Очень уверенные. Я не знаю, даже по ним можно идти. 18 штук я вам сейчас не буду обозревать, да. Самое интересное, что когда вот так их пробуешь, их не запоминаешь. В общем, я вам скажу, что я не выделила ни одного, кроме... Сейчас я вам покажу то, что я выделила. Юзу аб ирато. Называется аромат вот так. Юзу аб ирато. Юзу, да, юзу, вы знаете, фрукт такой желтый. Это пахнет одеколоном Ажон. Вы помните, был одеколон Ажон в огромном флаконе? Вот сейчас я вам выведу сюда. Это одеколон Ажон, сделанный более плотно в Eau de Parfum, да, версию Eau de Parfum и с качественными материалами. Где он это нашел, я не знаю. Но если вы скучаете вот по тому именно, подарите папе, да, подарите даже маме. Мы пробовали такие вот. Я, наверное, к поколению отношусь, которое, вот у которых мамы, папы, мы сами еще зацепили эти ароматы. Здесь также есть аромат, который пахнет шоколадом черным, но я не помню какой. То есть, видимо, я по ним пройдусь еще несколько раз. И вообще, наверное, это не так нужно носить каждый день по 2, да, я пробовала, а нужно несколько дней один поносить, и тогда что-то запомнится. Ну, по крайней мере, это лучше, чем пробовать в магазине. Это не так дешево, но зато я знаю, что я точно куплю то, что я захочу, если я вообще захочу пользоваться этим брендом. Вот, далее... Когда я пришла в этот магазин Nose, я пришла туда прямо из кондитерского кафе, из кафе, где, вот если вы поедете в Японию, обязательно зайдите в хорошее кафе и скушайте тортики. Там вам принесут огромный кусок, например, вот я съела фруктовый торт, он был вот такой кусок треугольный из большого торта, вырезанный вот такой вот высоты, вот такой вот ширины, вот такой где-то ширины, он был просто огромный. Но оно сделано из такого воздушного бисквита с таким воздушным кремом, что вот этого огромного куска с фруктами торта состоит из воздуха практически. И запах у него, естественно, такой же потрясающий. И когда я зашла в магазин, я задала вопрос. Магазин Нус. А покажите мне аромат. Там было 2 продавца, мужчины молодых, который вам больше всего нравится. И мне показали 2 аромата. Один назывался Keep Glazed от The House of Wood, а второй от Nishane. И мне понравился The House of Wood, вот эти яйца, да. Ну, а второй от Nishane не очень. Вообще ароматы Nishane мне не нравятся ни один, они монотонные. Вот, и как бы он пахнет замечательно. Я сейчас вам расскажу, что это. Сначала начнем с Nishane. Аромат Nishane Zenne. Зенне – это характер из турецкого старого традиционного театра теней. Он был популярен в Турции, в Греции. И Зенне – это характер, играющий женщину такую флиртующую, веселую. Кстати, посмотрите, что они делают. Они вам дают вот такие блоттеры, нос, магазин, и к ним предоставляют вот такие пакетики. И вот уже сколько времени прошло, и аромат до сих пор пахнет. Мне вот очень такая идея нравится. Если у кого магазин парфюмерный, сделайте, пожалуйста, вот так. Вот оба аромата, которые от Nishane, оба аромата, которые ребята мне показали, они примерно в одну струю, да. Вот это 2017 года аромат, и он такой гурманский, естественно, фруктово-ванильный.
И вот мне кажется, здесь даже есть сливочность какая-то. В верхних нотах заявлены черная смородина, рубарб, это ревень, грейпфрут. В средних нотах роза, гордыня, сандал. И в базовых нотах ваниль, серая амбра, вот китовая амбра и мускус. Ну вот, солености я здесь не чувствую. В общем, они оба эти аромата из одной оперы. И это не моя опера, я не люблю фруктовые всякие ароматы, да. Особенно такие фруктово-тортовые, да, фруктово-тортовые. Но вот здесь меня это зацепило. А еще меня зацепило, что эти оба товарища, продавцы в магазине, им вообще нравятся одинаковые ароматы. Они еще оба японцы и парни. В общем, а это такое девочковое, да. Ну, не знаю, если бы мужчина этим пах, я бы за ним 2 квартала шла бы. Мужчины, пахните, не стесняйтесь, пожалуйста. Замечательный. Что, какая оценка у него на фрагрантике? Выше 4. В общем, если хотите торта фруктового, то вот не Шане, Зенне. А то, что мне понравилось, то, что я потом купила, сейчас буду рассказывать, это The House of Wood. The House of Wood это ароматы в яйцах. Вот мне вручили также это в блоттере. Он вышел в 2019 году, и его был создан Кристианом Калабро и Андреа Казотти, итальянские товарищи. Что они хотели передать? Кстати, тут в коллаборации участвовала госпожа Ксения Пенкина. Это известная канадская изготовительница десертов. Но чтобы стать известной изготовительницей десертов в Канаде, где есть Монреаль и французская провинция, это как бы большая работа. И Ксения Пенкина звучит по-русски, да, то есть давайте гордиться. Я не знала, что там участвует кто-то с русскими корнями. Ну, аромат вот создавался по десертным рамкам, и в нотах заявлены манго, клубничный лист, лимон ледяной, взбитые сливки, кокос, имбирь, фруктовые ноты, мускус и дерево. Ну, в общем, мне это пахло вот именно вот этим тортом, который я только что ела. Значит, потом я приобрела этот аромат, уже когда вернулась домой онлайн, в хорошем магазине онлайновом. И вот сейчас я немножечко освежу его. Я его ношу. Господи, боже мой. Ну вот это фруктовый торт японский. Это не простой, даже не французский фруктовый торт. Это вот эта воздушность, которая возможна только в Японии и больше нигде. Эти сливки просто, я не знаю, где они берут эти сливки, как они их взбивают. Я не знаю, как они делают эти бисквиты, но это как... И эти фрукты всегда свежайшие. Вот прям как будто вам эти фрукты только что с дерева сорвали и нарезали. В центре вот этих цементных джунглей в Токио. Потрясающий, потрясающий. Оценка у него даже не 4 на фрагрантике, а 3 с чем-то. Но у меня больше 1000 флаконов. И чтобы я купила аромат для себя, у которого ниже 4 оценка, ну, это редко такое бывает. Я много покупаю, но это всегда что-то такое, что-то в этом есть обязательно, какая-нибудь выворот какой-то. А здесь просто вот фруктики со сливками. Ну, в общем, я купила, я очень довольна. Мне вот это до сих пор нравится, хотя я быстро остываю ко всему. Единственное, у него иногда вот есть вот эта вот ноточка современная, да, которая подпахивает мне рассолом, например. Она вот есть в Бакаре Руж, она в Ганимеде есть, она есть во многих современных модных ароматах. Но вот сейчас он не пахнет ни рассолом, сейчас вот этот японский фруктовый торт. В общем, если у вас будет возможность ознакомиться с этим ароматом, пожалуйста, потому что здесь такой хороший манго, и все мне очень нравится. И форма потрясающая, и
и вкус, да. И вот он такой, вот мне хочется это съесть, да. Жалко, что его съесть нельзя. С чем сравнивает его? Сравнивает его с ароматом Павлова. Павлова, да. Павлова это десерт из безе с кремом белковым и фруктами, который был... Это австралийский десерт вообще-то, но его изобрели якобы во Франции в честь балерины Анны Павловой. И вот Николаи, Патрисия Николаи в своей линейке, она буквально вот недавно вышла, сделала такой аромат. Я его не пробовала, очень хочу попробовать. Фуэлья бренд Ля Бонита. Фуэлья бренд какой-то он странный, ребят. Я в Токио зашла в магазин, и там столько ароматов, что просто можно потеряться. Мне вот это не понравилось. Velorum от Тициана Теренце, но многие говорят скорее нет. От Монталь Pure Love кто-то считает, что да. В общем, ничего из этого я не пробовала, другого. И с чем это сравнивать, не могу сказать вам. Аква Дивина Булгари точно нет. Не знаю, кому это чем пахло. И все, больше я ничего не пробовала. В общем, может быть, вам это и не понравится, но даже на мой вкус это хорошо. Вот. Далее, что случилось? Я опоздала на самолет. Для этого были причины, не буду здесь рассказывать почему, но в общем мне пришлось брать другой рейс и находиться в аэропорту достаточно долгое время. И в аэропорту есть такой магазин My Only Fragrance. В аэропорту Нарита мой единственный аромат он называется. И там можно сделать себе аромат. Единственное, что ингредиенты там для делания ароматов довольно-таки прозрачные в японском вкусе. Вот такие вот у них блоттерики я себе оставила, потому что они пахли как раз тогда всем тем, что я на них набрызгала. И поскольку у меня было время, это достаточно недорого, я решила сделать себе вот аромат. Тут еще у меня этих блоттериков миллион. Назвала, можно его даже назвать, я его назвала опоздание на рейс, Missed Flight. Да? Вот нужно выбирать какие-то ароматы, тебе говорят, в каких концентрациях, потом создают вот такую вот книжку ароматов, книжку аромата. Я хотела сделать зеленый чай с личи. Ну, тут много чего есть, поэтому тут не только зеленый чай, не только личи. И сделала я его. Не могу сказать, что я от него в восторге. Но вот чего точно нет, он меня не раздражает. Я бы вот в этом могла спать. Я обычно никогда на ночь не пользуюсь никакими ароматами. Мне нравится, чтобы вообще никаких не было ощущений. Ни звуковых, ни косметики, ничего на мне, чтобы не было. Все, чтобы было, дышало, чтобы все дышало. Вот, это мне до сих пор нравится. Что мы сюда положили? Сложно говорить, потому что сначала туда нужно... Там все по номерам, и на каждый номер описано, какие там ноты. То есть там нет, вот, например, просто личи, да, там есть типа базы, все уже база какая-то парфюмерная, да. Там уже аккорды, там нельзя положить, например, пачули, потому что пачули, если там будут, они будут еще с чем-то, роза будет еще с чем-то. В общем, тем не менее, это интересно, мне показалось это интересным опытом. Мне это сделали. Ну, и оно меня устраивает. Оно больше пахнет, знаете, чем? Ароматами для дома. То есть мне его меньше хочется на себя наносить. Мне хочется, вот, например, побрызгать на одежду или там в помещении где-то побрызгать. И пахнет это очень хорошо. То есть это не пахнет какими-то такими дешевыми, знаете, диффьюзерами. И на рейсе обратно мне пришлось идти другим рейсом. Мне попался вот этот аромат. Бренд называется Sol de Janeiro. Я так поняла, это либо американский бренд, либо бразильский. И вот они всю эту пляжную тему обрабатывают. Был у них такой зеленый аромат.
63, по-моему, фисташковый. За ним все гоняются, какие-то бешеные цены на него сейчас. Вообще, я купила его в самолете за $25. А, нет, набор был за $25. Там еще банка вот такая геля для душа и крем для попы. Вот, крема для попы у меня еще не было, а теперь есть. И все вот из этой серии. 62-й, называется это Чериоза 62, Brazilian Crush. И здесь фисташки и соленая карамель. В общем, бренд этот любят. Он дешевый, он гурманский, он пляжный, кокос там и все дела. Ну вот он так и пахнет. То есть вот прям классным таким кокосом. Это все на на ванильно-кокосовой базе и с фисташками и соленой карамелью, да. В общем, вот это вот как бы вообще не то, что я люблю, да. Вот если кто-то скажет, нужно носить до конца жизни кокосово-ванильную тему, то мне нужно будет повысить дозу антидепрессантов. Вот это мне нравится. В общем, гоняйтесь за чем-то таким летним. Вот, пожалуйста, вам дешево. Пахнет классно. Хотя многие говорят, что держится недолго. Но обычный флакон вот этого аромата, он огромный. Это у меня в наборчике, в travel наборчике было. А в обычный флакон он огромный. Им можно палиться так с ног до головы. Он, кстати, не особо-то надоедливый, не приторный. То есть такой довольно-таки безопасный даже для меня. Сложный нет, но вот в плане функциональности очень замечательный. Ну, это вот мое последнее открытие. Сейчас я еще фрагрантику открою, сейчас вам расскажу, что там пишут. Я подозревала, бренд этот из США, паразитирует на Бразилии. Мог бы ну, раз бразильцы сами не хотят, то и получайте, да, конкуренция у нас двигатель прогресса. Вот. Специализируются они на том, чтобы делать продукты для тела и ухода за телом, bath and body, так называемый, ванна и тело. Все с головы до ног делают, шампуни, кремы, даже крем для попы делают, очень замечательно. И ссылаются на Бразилию, ну, молодцы, в Бразилии это популярно, американцы ездят отдыхать туда, и этот конкретный бренд, конкретный аромат, у него очень высокие оценки на фрагрантике, 4,25, 7 тысяч проголосовало. То есть это такой масс-маркет железобетонный, да. И даже несмотря на то, что аромат нестойкий, оценки очень-очень-очень высокие. Сравнивают этот аромат со всякой всячиной такого же типа из Bath and Body Works, из различных линеек Juicy Couture, Victoria's Secret, кто еще у нас? Лора Мерсье, Амбра Ваниль, L'Herbolario, фисташки, закатное мороженое, Victoria's Secret. Вот, в общем, все вот в этих огромных флаконах, ну, тем не менее, да. Ну, что я могу сказать? Я как бы пользуюсь, стараюсь. Не знаю, мне не нравятся просто дешевые ароматы, они слишком простые. Но здесь прямо душа отдыхает. Ничего плохого не могу сказать. Вот просто, незатейливо и как раз вот отражает именно вот эту пляжную тему. Ну, в общем, все. Про Японию я закончила, и после этого я ездила во Вьетнам, и еще у меня было кое-какой парфюмерный experience, да, так называемый, за это время. Но следующую подборочку я, наверное, сделаю о зимних ароматах, хотя я, наверное, не самый лучший человек для этого. Тем не менее, сделаю. Пишите, что вам понравилось из того, что я попробовала в Японии. Если у кого-то вот этот аромат, кому он нравится, может быть, на меня просто зашло какое-то затмение. И об ароматах Laboratorio Olfativo и Pierre Guillaume, что вам нравится, если у вас есть какие-то ароматы, чтобы я, когда начну снова по ним проходиться, обратила особое внимание. Спасибо, что вы меня смотрите. До свидания.